Приветствуем вас, дорогие наши зрители! Благодарим за то, что вы выбрали наш канал для получения интересной и полезной информации. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео и не пропускать важные обновления. Сегодня с вами мы продолжим наш цикл видео, посвященных анализу актуальных прогнозов ясновидящих. Особое внимание в этом видео мы уделим пророчествам американского священнослужителя Рика Джойнера, чьи предсказания уже обсуждались ранее. Рик Джойнер, известный своей духовной деятельностью и многочисленными пророчествами, предлагает уникальный взгляд на будущее как США, так и всего мира, включая Россию. Рик Джойнер родился в Соединенных Штатах и с ранних лет мечтал стать пилотом. Его страсть к авиации привела его к карьере в гражданской авиации, где он успешно работал пилотом коммерческих авиалиний. В юности и начале своей карьеры Джойнер был далек от религии. Его интересы были сосредоточены исключительно на самолетах и небе, и он относился к религиозным вопросам с недоверием и скептицизмом. Для него небесная твердь была лишь пространством для практики и воздушных путешествий, а не символом духовного пути или божественного вмешательства. Однако вся его жизнь изменилась в один момент. Во время одного из своих тренировочных полетов Рик заметил в небе странное явление. Воздушное судно, идентичное его собственному, словно материализовалось из ниоткуда. Самолет был абсолютно идентичен его аппарату, с характерными полосами и обозначениями, которые Джойнер не мог бы ни с чем спутать. Это явление стало для него настоящим потрясением. Вспоминал позже Джойнер: «Я словно смотрел в зеркальное отражение. Вокруг царила абсолютная тишина, только он и я». Первоначальное изумление сменилось страхом, когда он осознал, что в том самолете находится он сам. Это понимание поразило его до глубины души. Внезапно Джойнер почувствовал, что его самолет выходит из-под контроля и стремительно устремляется к земле. Он ощутил, что переживает последние мгновения своей жизни. Не было возможности взывать о помощи. Никто не мог бы успеть что-либо предпринять. И наступила абсолютная темнота, даже боли не было. И затем произошло самое удивительное. Рик осознал, что находится в кабине того же самого воздушного судна, целым и невредимым. Самолет продолжал свой маршрут. Никаких других летательных аппаратов на горизонте не было. Этот мистический опыт стал переломным моментом в его жизни. Рик Джойнер понял, что испытал видение своей собственной кончины, и это видение было предупреждением. Он немедленно принял решение о посадке и тщательном осмотре самолета. Как выяснилось, каждая секунда была на счету. Были обнаружены неисправности, которые могли привести к возгоранию. Его жизнь буквально висела на волоске. Джойнер осознал, что сам Всевышний предостерег его о грядущем, и это предупреждение было не случайным. С того момента Рик начал посещать храм и искренне уверовал в существование высших сил, которые сохранили ему жизнь. Он молился о прощении за свое прежнее неверие и вскоре понял, что видения не прекратятся. Они стали приходить к нему спонтанно, перенося его в будущее и в прошлое, словно эти границы вовсе не существовали. Джойнер наблюдал со стороны ситуации, не имевшей к нему прямого отношения, и невольно становился свидетелем значимых событий. Приняв таинство крещения, Рик Джойнер оставил авиационное поприще и посвятил свою жизнь служению Богу. Он начал писать книги и изучать Священное Писание с позиции человека, лично погружающегося в потусторонний мир. На сегодняшний день он является автором более 40 книг и продолжает свою проповедническую деятельность, объездив уже весь земной шар. Его пророчества и духовные наставления находят отклик в сердцах многих людей, помогая им обрести веру и понять истинные ценности жизни. После озарения, которое кардинально изменило жизнь Рика Джойнера, его мистические видения стали неотъемлемой частью его существования.
Эти видения возникали спонтанно и были неконтролируемыми. Они переносили его в прошлое и будущее, открывая перед ним события, которые касались не только его лично, но и других людей. Сначала Джонер не понимал природу этих видений и испытывал замешательство. Он видел сцены из грядущего, которые сначала казались ему нелепыми и странными. Однако постепенно он начал осознавать, что эти видения несут важные предсказания и послания, которые должны быть переданы людям. Поняв это, Рик решил поделиться своими озарениями с миром. Джонер приступил к написанию книг, в которых он описывал свои видения и интерпретировал их в контексте христианского вероучения. Он начал изучать Священное Писание, чтобы глубже понять смысл своих пророчеств. На основе своих видений и религиозных исследований он разработал уникальную методику толкования духовных посланий. Его книги стали популярны среди верующих и тех, кто искал ответы на духовные вопросы. Джонер не только описывал свои видения, но и предлагал интерпретации, которые помогали людям понять смысл происходящего вокруг них и направляли их к духовному росту. Особое внимание в своих пророчествах Джонер уделял России и ее роли в мировых изменениях. Он утверждал, что с наступлением 21 века ключевые изменения в мире произойдут после того, как Россия начнет трансформироваться. Джонер видел Россию как импульс к новому мировому будущему. Согласно его пророчествам, действующий глава российского государства играет решающую роль в этих изменениях. С 2002 года Джонер говорил о необходимости личности, способной изменить миропорядок. Этот человек, по его мнению, уже явился в Россию, и именно с этой страны начнется процесс исторического преображения мира. Джонер был убежден, что Господь будет направлять российского лидера до тех пор, пока он не осуществит свое предназначение. Джонер считал, что правление этого лидера будет долгим и принесет России процветание. Через Россию божественная благодать будет оказывать влияние на весь мир. Он утверждал, что этот лидер будет обличать ложь и несправедливость. Он заслужит уважения и восхищения по всему миру. В своих пророчествах Джонер указывал на президента Путина как на ту самую личность, которую долгие годы ожидали в России. Он предсказывал, что Путин войдет в анналы истории как один из сильнейших мировых лидеров. В своих интервью Джонер неоднократно подчеркивал, что грядущие изменения в России и ее роль в мире являются частью божественного плана. Он предсказывал великое духовное пробуждение в России, которое будет одним из величайших в истории человечества. Джонер верил, что это пробуждение принесет духовное освобождение людям и станет началом новой эры в мировом устройстве. Пророчества Рика Джонера о России и ее лидере продолжают оставаться актуальными и вызывают интерес у многих людей. Его видения и интерпретации помогают понять сложные процессы, происходящие в мире, и дают надежду на светлое будущее. Рик Джонер – американский священнослужитель и пророк, который известен своими видениями и предсказаниями, которые касались не только его родной страны, но и других частей мира. Особое место в его пророческой деятельности занимает Россия. Именно он неоднократно утверждал, что именно с России начнется процесс глобальных изменений, который обязательно затронет весь мир. Также он говорил о том, что одним из центральных аспектов было пророчеств Джонера являлось духовное пробуждение в России. Он говорил о том, что Россия переживет одно из величайших пробуждений в истории человечества. Джонер говорил о том, что Россия станет местом, где произойдут значительные духовные изменения. Эти изменения приведут к тому, что люди обретут духовную свободу и начнут развивать демократию по-своему, отличаясь от западных моделей. Он подчеркивает, что духовное пробуждение в России будет иметь глобальное значение, влияя на весь мир. Пророчества Джонера касались не только духовной, но и политической сферы. Он предсказывал, что Россия пройдет через сложный путь, сопряженный с трагическими событиями, но в итоге достигнет процветания и стабильности. Джонер говорил о том, что Россия станет сильным и влиятельным государством, играющим ключевую роль в мировых процессах.
Он также утверждает, что политические события, происходящие в мире сегодня, являются необходимым этапом для перехода на новый уровень взаимодействия между государствами. Джойнер видит будущее в объединении сверхдержав, таких как Россия и США, что позволит сохранить мир и стабильность на планете. Он подчеркивает, что только дружба, взаимопомощь и сотрудничество могут стать двигателем мира и всеобщего благосостояния. Пророчество Джойнера о России включает в себя не только внутренние изменения, но и ее влияние на мировое сообщество. Он утверждает, что когда Россия обретет твердую почву под ногами, весь мир станет более безопасным. Россия, по его словам, поможет другим странам преодолеть их проблемы и нести вклад в глобальную стабильность. Джойнер видит в России ключевое звено в процессе мировых изменений, которые приведут к новой эре в истории человечества. Он говорит о том, что именно Россия станет тем местом, откуда начнется процесс глобального преображения мира. Это будет происходить под руководством ее лидера, направляемого божественной благодатью. В 2020 году американский пророк и священнослужитель Рик Джойнер дал интервью, в котором подробно изложил свои взгляды на текущие и будущие события в России, в Украине и в мире. Это интервью стало важным дополнением к его предыдущим пророчествам, позволяя глубже понять его видение и предсказания. Джойнер утверждает, что Россия будет переживать одно из величайших духовных пробуждений в истории человечества. Он видит в этом пробуждении не просто религиозное возрождение, но глубокие изменения, которые затронут все аспекты жизни россиян. Джойнер верит, что духовное пробуждение русских людей приведет к развитию уникальной формы демократии, отличной от западных моделей. По его мнению, Россия станет ключевым игроком на мировой арене, оказывая значительное влияние на глобальные процессы. Джойнер видит в российском лидере фигуру, направляемую высшими силами, и убежден, что его правление принесет стране процветание и стабильность. Он также подчеркивает, что лидер России будет не только уважаем, но и восхищаем по всему миру. Рик Джойнер уделяет и особое внимание событиям, происходящим в Украине. В своих пророчествах он описывает будущее этой страны, ее роль в мировых изменениях и те испытания, которые предстоит пережить украинскому народу. Рик Джойнер видит Украину как важный элемент глобального духовного пробуждения, которое, по его мнению, затронет всю Восточную Европу. Он верит, что в ближайшие годы Украина станет свидетелем значительных духовных изменений, которые повлияют на все аспекты жизни страны. Джойнер утверждает, что Украина будет проходить через сложные и болезненные преобразования, которые затронут политическую, социальную и экономическую сферы. Он подчеркивает, что все эти испытания являются необходимым этапом на пути к духовному возрождению и новому уровню развития страны. Украина, по его мнению, станет примером для других государств, показывая, как можно преодолеть кризис и выйти из него более сильной и единой нацией. Джойнер также говорит и о важности взаимодействия Украины с Россией. Он видит эти две страны как связанные элементы, которые вместе смогут внести значительный вклад в глобальную стабильность и процветание. Несмотря на текущие конфликты и напряженные отношения, Джойнер верит, что Украина и Россия смогут найти общий язык и работать вместе ради общего блага. Он подчеркивает, что духовное пробуждение в обеих странах станет катализатором позитивных изменений. Украина и Россия, согласно его видению, смогут преодолеть прошлые разногласия и создать новый союз, основанный на взаимоуважении и сотрудничестве. Это взаимодействие будет способствовать не только внутреннему развитию этих стран, но и укреплению их позиций на международной арене. Рик Джойнер утверждает, что изменения, происходящие в Украине, имеют глобальное значение. По его мнению, Украина станет важным игроком в новом мировом порядке, который формируется в результате духовного пробуждения и политических трансформаций.
Джонер видит Украину как страну, которая сможет внести значительный вклад в мировую стабильность и процветание. Он подчеркивает, что политические и социальные потрясения, которые Украина переживает сейчас, являются частью более широкого процесса трансформации, который затронет весь мир. Джонер верит, что Украина сможет преодолеть все испытания и выйти на новый уровень развития, став примером для других стран и народов. Джонер рассматривает политические события, происходящие в мире сегодня, как часть процесса, необходимого для перехода на новый уровень взаимодействия между государствами. Он утверждает, что бывшие противники могут стать союзниками, и что только дружба, взаимопомощь и взаимовыгодное сотрудничество могут стать двигателем мира и всеобщего благосостояния. По мнению Джонера, однополярный мир, где одна держава доминирует над остальными, не имеет будущего. Он верит, что только через объединение сверхдержав, таких как Россия и США, можно будет сохранить мир и стабильность на планете. Джонер подчеркивает, что мироустройство должно основываться на принципах справедливости и взаимного уважения, а не на соперничестве и навязывании своей воли другим. В свете текущих мировых событий и нарастающего напряжения между ведущими мировыми державами, предсказание о том, что США дадут ответ и это изменит ход событий, обретает особую значимость. Согласно пророчеству, именно ответ Соединенных Штатов Америки станет поворотным моментом в глобальной конфронтации, после которого мир уже никогда не будет прежним. Эта битва, экономическая, политическая, военная, завершится, и наступит новая эра в международных отношениях. Ответ США будет не просто реакцией на текущие вызовы, но и стратегическим шагом, который кардинально изменит динамику международных отношений. Этот ответ будет тщательно спланирован и выверен, чтобы обеспечить долгосрочные преимущества и стабилизацию ситуации на мировой арене. В результате данного действия многие государства пересмотрят свои стратегии и подходы, что приведет к новому мировому порядку, основанному на принципах и правилах. Предсказание указывает на то, что текущая конфронтация, которая может быть связана с экономическими санкциями, торговыми войнами, военными действиями или политическими конфликтами, достигнет своего апогея. Ответ США станет финальной точкой в этой битве, заставив другие страны признать неизбежность перемен и необходимость перехода к новому этапу развития. После завершения текущей конфронтации мир войдет в новую фазу. В этом новом мировом миропорядке ключевыми принципами станут взаимное уважение, сотрудничество и поиск компромиссов. США будут играть ведущую роль в установлении этих новых принципов, стремясь к стабилизации международной обстановки и предотвращению новых конфликтов. Этот процесс будет непростым и потребует времени, но результатом станет более устойчивый и справедливый мир. Ответ США повлияет на глобальные экономические и политические структуры. Произойдут изменения в международных организациях, такие как ООН, ВТО, Международный валютный фонд, которые будут адаптированы к новым реалиям. Экономические санкции, торговые барьеры будут пересмотрены, а это приведет к новым возможностям для международной торговли и инвестиций. Политические союзы и альянсы также претерпят изменения, отражая новый баланс сил в мире. Предсказание также подразумевает глубокие социальные и культурные изменения. Люди во всем мире осознают важность глобальной солидарности и сотрудничества. Будут приняты меры по борьбе с глобальными вызовами, такими как климатические изменения, бедность и неравенство. В результате этих усилий мир станет более гармоничным и устойчивым. Итак, друзья, мы подошли к концу этого важного обсуждения. Мы надеемся, что это видео помогло вам лучше понять текущие события и возможные будущие изменения. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Если у вас есть мысли или вопросы, оставляйте их в комментариях. Нам очень важно ваше мнение. Благодарим вас за просмотр и до встречи в следующих выпусках. Берегите себя и будьте в курсе мировых событий.